Я хорошо помню этот момент. Резкий звук, потеря равновесия, и тело инстинктивно пытается спастись. Секунда, и ты уже на полу, а в ноге или руке появляется тянущая, нарастающая боль. Именно так чаще всего начинается растяжение связок, травма, которую многие недооценивают. И здесь важно сказать сразу, если вы сейчас смотрите это видео, обязательно досмотрите до конца. Потому что ошибка, сделанная в первые 30 минут после падения, может превратить обычное растяжение в хроническую проблему на месяцы. Поставьте лайк прямо сейчас, так видео не потеряется, и вы сможете вернуться к важным моментам позже. Когда человек поскальзывается, связки получают резкую перегрузку. Они не рвутся полностью, но микроволокна повреждаются, возникает воспаление и отек. Боль– это не враг, а сигнал тревоги. Проблема в том, что большинство людей в этот момент делают ровно противоположное тому, что нужно. Начинают растирать, греть, разрабатывать. Это усиливает внутреннее кровоизлияние. И вот здесь ключевой момент, который многие врачи не объясняют подробно. Подпишитесь на канал сейчас, потому что дальше я расскажу, что действительно нужно делать в первые часы и почему народные методы работают, если применять их правильно. Запомните правила: холод, покой и фиксация. В первые сутки тепло строго запрещено. Самое простое средство – холодный компресс на 10-15 минут каждые 2-3 часа. Но есть и проверенный народный способ – капустный лист, слегка надрезанный ножом, охлажденный в холодильнике. Его прикладывают к месту растяжения на 30-40 минут 3 раза в день. Капуста снимает отек и воспаление благодаря натуральным фитонцидам. Именно этот простой метод часто спасает от сильной припухлости. И вот здесь начинается самое интересное. Дальше я расскажу, когда можно подключать прогревание и как не навредить. Если на второй день боль сохраняется, появляется скованность, это нормальный этап восстановления. Но только при одном условии, если вы не усугубили травму. В этот момент допустимо использовать мягкие растирания, но не спиртом и не агрессивными мазями. Один из старых рецептов– настой лаврового листа. 5 листьев залить 200 мл горячей воды, настоять 30 минут, использовать для компрессов один раз в день на 20 минут. Этот метод улучшает микроциркуляцию. Поставьте лайк, если хотите, чтобы такие простые и рабочие рецепты выходили чаще. Это напрямую поддерживает канал. Упражнения при растяжении начинаются не сразу, минимум через 48-72 часа, когда отек спадает. Самое простое – статическое напряжение. Например, при растяжении голеностопа. Сидя, упирайтесь стопой в пол и напрягайте мышцы на 5 секунд, затем расслабляйтесь на 10 секунд. Повторить 8-10 раз, 2 раза в день. Это улучшает кровоток и ускоряет восстановление связок, не разрывая их повторно. И дальше самое важное – ошибка, которую совершают почти все на 5-7 день, из-за чего боль возвращается. Об этом в следующей части. Именно на этом этапе человек чувствует облегчение и решает, что все позади. Боль притупилась, значит, можно нагружать. Это ловушка. Связки восстанавливаются медленнее мышц, и внешние улучшения обманчиво. Если начать активно ходить, бегать или разрабатывать сустав через силу, микроповреждения снова открываются. Внутри запускается вторичное воспаление, и растяжение переходит в затяжную форму. Правильная тактика – постепенность. Никаких резких движений, прыжков и скручиваний. Лучше день лишнего покоя, чем неделя отката назад. Именно здесь терпение становится частью лечения. На этапе, когда отек спал, но остается тянущее ощущение, хорошо работает соляной компресс. Рецепт простой. 1 столовая ложка морской соли на 1 литр теплой воды. Марлю сложить в 4 слоя, смочить, слегка отжать и приложить к месту растяжения на 20 минут, один раз в день, курсом 5-7 дней. Соль вытягивает остаточное воспаление и улучшает обмен в тканях. Важно, вода должна быть теплой, не горячей. Это мягкое прогревание, а не агрессивное тепло. Такой метод часто используют в реабилитации, хотя о нем редко говорят вслух.
Вот здесь ключевой момент, который определяет, восстановитесь ли вы полностью. Большинство лечит только место боли, игнорируя мышцы-стабилизаторы. А именно они берут на себя нагрузку после травмы. Если их не включить, риск повторного растяжения возрастает в разы. Прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь на канал. Дальше будет прием, который используют спортивные врачи, но почти не объясняют обычным людям. Это простое действие, которое меняет все восстановление. Пример для голеностопа или колена. Встаньте возле стены, слегка опираясь рукой. Медленно перенесите вес тела на травмированную ногу и удерживайте равновесие 20-30 секунд. Без боли. Затем отдохните 30 секунд. Повторите 5 раз, 1 раз в день. Это упражнение включает глубокие мышцы и учит сустав снова держать нагрузку. Если появляется резкая боль, остановитесь. Здесь важно качество, а не количество. Именно такие упражнения возвращают уверенность движений и предотвращают повторные травмы. Связки не восстанавливаются из воздуха, им нужны строительные элементы. В период восстановления важно добавить продукты с желатином и коллагеном. Простейший вариант – домашний желе-отвар. 1 чайная ложка пищевого желатина на 200 мл теплой воды. Настоять 30 минут, принимать 1 раз в день после еды, курсом 10 дней. Это не лекарство, а поддержка. В сочетании с покоем и упражнениями результат заметно лучше. Многие удивляются, насколько быстрее уходит ощущение слабости в суставе. Иногда человек все делает правильно, но через 10-14 дней вдруг снова чувствует тянущую боль. Это не всегда признак новой травмы. Чаще всего причина – скрытый спазм мышц вокруг сустава. Организм таким образом страхует поврежденное место. Если этот спазм не снять, связки постоянно находятся под напряжением. Именно поэтому важно работать не только с зоной растяжения, но и с окружающими мышцами. И здесь народные методы снова оказываются полезными, при грамотном подходе, без фанатизма и перегрева. На 7-10 дней можно подключать сухое тепло. Самый безопасный вариант – мешочек с теплой солью. Соль нагревают на сковороде до теплого состояния, пересыпают в тканевый мешочек и прикладывают к суставу на 15 минут, 1 раз в день. Это улучшает кровообращение и снимает мышечный спазм. Важно, если есть пульсирующая боль или покраснение, тепло отменяется. Лечение всегда должно идти по ощущениям, а не через «надо». Именно такой подход отличает восстановление от саморазрушения. Когда боль уменьшается, подключается плавная подвижность. Пример. Круговые движения стопой или кистью медленно, по 5 кругов в каждую сторону 2 раза в день. Без рывков, без усилия. Это упражнение улучшает питание хряща и возвращает амплитуду движений. Если вы делаете его ежедневно, сустав перестает бояться движения. Именно страх движения часто удерживает человека в состоянии хронического дискомфорта, даже когда связки уже почти восстановились. Есть симптомы, при которых самолечение нужно остановить. Это резкое усиление боли, нарастающий отек, чувство нестабильности в суставе, невозможность опереться на конечность. В таких случаях важно обратиться к врачу и исключить разрыв связок или трещину. Народные методы – это поддержка, а не замена диагностики. Настоящая сила в умении вовремя остановиться. Именно поэтому я всегда говорю, здоровье – это не геройство, а разумные решения. Правильное восстановление ощущается не как резкий скачок, а как постепенное возвращение уверенности. Боль уменьшается день за днем, движение становится свободнее, исчезает страх наступить или повернуться. Это значит, что связки заживают правильно. Если вам полезна такая подача, обязательно подпишитесь на канал «Доктор Здоровья». Здесь мы говорим простым языком о сложных вещах и разбираем то, о чем обычно умалчивают. Современный ритм жизни заставляет нас торопиться, выйти на работу, вернуться к тренировкам, не выпадать из графика. Но связки не живут по календарю. Их восстановление — это процесс, который нельзя ускорить силой. Зато его можно сорвать. Когда человек дает телу время, организм отвечает благодарностью.
ткани восстанавливаются прочнее, чем были до травмы. Именно поэтому растяжение — это не просто неприятность, а момент, когда тело учит нас внимательности к себе. Первые 2 дня – покой, холод, фиксация. С 3 по 5 день – мягкие компрессы и статические упражнения. С 6 по 10 день – солевые процедуры, упражнения на равновесие, питание для связок. С 11 по 14 день – легкая подвижность и сухое тепло при отсутствии боли. Этот план не перегружает сустав и дает телу возможность восстановиться естественно. Сохраните этот момент, он может пригодиться вам или вашим близким. Растяжение – одна из самых частых бытовых травм. С ней сталкиваются дома, на улице, зимой и летом. И почти всегда люди повторяют одни и те же ошибки. Если вы знаете, как правильно действовать, вы можете помочь не только себе. Поделитесь этим видео с теми, кому это может быть полезно. Иногда одна вовремя полученная информация экономит недели боли и тревоги. Тело всегда подает сигналы. Важно не заглушать их, а понимать. Растяжение — это не слабость и не возраст, а ситуация, с которой можно справиться спокойно и грамотно. Когда вы действуете осознанно, без паники и крайностей, восстановление становится частью заботы о себе. Именно этому мы и посвящаем наш канал. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если информация была полезной, поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал «Доктор Здоровья». Так вы поддерживаете нашу работу и помогаете каналу развиваться. И обязательно поделитесь этим видео с теми, кому оно может пригодиться. Берегите себя и до новых встреч!